Привет, друзья! Сегодня покажу, как я пеку безглютеновый хлеб порционно. У меня на канале уже есть видео с рецептом безглютенового хлеба. А с этим вариантом я немного поэкспериментировала и теперь в основном чаще готовлю его. Но если мне не хочется готовить порционно, я выпекаю в форме одну булочку хлеба. Для хлеба понадобятся эти продукты. Первым делом вбиваю в миску яйцо, добавляю соль и хорошо перемешиваю. Сюда же отправляю 70 грамм рисовой муки и 90 грамм кукурузной. И сюда же добавляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя. Перемешиваю и ввожу постепенно кефир. Кефир можно заменить на ряженку либо варенец. Чаще всего я безглютеновый хлеб готовлю на ряженке. Но сегодня у меня кефир, он немного пожиже, поэтому нужно смотреть по консистенции. Но в любом случае вливаю я его весь. А вот льняную муку буду вмешивать постепенно до того густого состояния, которое мне необходимо. Если не любите вкус льняной муки или у вас ее нет, то на этом этапе можно добавлять разные наполнители, такие как орехи, семечки, специи, и выпекать хлеб в форме. И, конечно же, нужно не забыть про растительное масло. Обратите внимание на консистенцию. Такая масса очень хорошо пропечется. Тем более, что здесь две муки, если одна рисовая мука очень привередливая и нужно поймать консистенцию теста, чтобы хлеб пропекся, то в сочетании с кукурузной все намного легче. Итак, в тесто отправляю льняную муку частями. Я заметила, что у разных производителей мука разная. И бывает, что какую-то муку засыпешь немного, и тесто становится очень густое. А бывает, что добавить нужно побольше. Тесто еще жидкое, добавляю еще муки. Но и хотелось бы еще пару слов сказать о пользе льняного семени и муки. Муку зачастую используют для очищения ЖКТ от токсинов, застойных образований. При этом сочетают эту муку с кисломолочными продуктами. Так что от такого хлеба двойная польза. Добавляю орегано, растительное масло и льняное семя. Вы же можете добавить свои любимые специи, орехи, семечки, все что угодно. Вот такой консистенции вполне достаточно. Больше я муки добавлять не буду. И теперь смоченными в прохладной воде руками формирую булочки. Тесто получается довольно-таки липкое. Вообще, если хотите, можете добавить немного рисовой либо кукурузной муки, либо оставить так, как есть. Меня такое тесто вполне устраивает. Либо можно просто выкладывать с ложки и затем, смочив ложку, пройтись по булочкам и выровнять их. Либо можно все оставить так, как есть, чтобы они были фактурные. Еще я люблю делать надрезы, так как булочки неравномерно трескаются. А за счет надрезов тесто при выпечке разойдется именно в этих местах. После каждого надреза ножик протираю влажной тряпочкой. Заготовки посыпаю кунжутом и отправляю выпекаться в разогретой духовке при 175 градусах минут 25-30. Смотрите по своей духовке, времени может уйти больше. Порционный хлеб в моей духовке выпекался 30 минут. Оставляю его на решетке до полного остывания. Сейчас я разрежу булочку и мы посмотрим, какой хлеб получается внутри. Вот посмотрите, он хорошо пропекся, пористый, но довольно-таки плотный. Такие булочки употребляются точно так же, как и обычный хлеб, с первыми и со вторыми блюдами. Они очень вкусны в виде бутербродов с маслом и с медом, а также очень вкусно с различными намазками. А я очень люблю эти булочки с авокадо и с паровым яйцом. Такой завтрак вполне здоровое питание. Если вам был полезен рецепт, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!